Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 4 февраля. Обязательно в 22 часа 44 минуты по вашему местному времени обязательно скажите эти слова. Таким образом вы активируете потоки из космоса, потоки изобилия, достатка, благополучия. И почему именно в это время делать, и почему сегодня такой очень важный день для многих людей, далее в этом видео. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, сегодня у нас с вами 4 февраля. И вы знаете, сегодня не только 4 и 5 лунный день растущей Луны, но и сегодня наш любимый Меркурий всеми развернулся в свое нормальное движение. Да, пока он временно еще находится у нас без движения, но будьте готовы к тому, что дела, которые вы запланировали на сегодня, могут продвигаться очень медленно. Возможно, будут задержки, какие-то нестыковки, где-то опоздания, несмотря на то, что вы сами по себе будете чувствовать физический и эмоциональный подъем. Поэтому сегодня наберитесь терпения. Обязательно сегодня соблюдайте правила, инструкции, договоренности. Будьте внимательны и, главное, не торопитесь. Немножко вам сегодня мудрости не помешает. И сегодня, друзья, 4 февраля, обращаем ваше внимание, что Луна без курса будет с 12 часов 43 минут до 17 часов 57 минут по московскому времени. Луна без курса будет в знаке зодиака Рыбы. Поэтому следите за тем, чтобы в это время вы, ваши близкие друзья, родственники не совершали каких крупных покупок. Никаких не нужно, потому что вы со временем поймете, что если вы это купили, со временем оно или поломается, или вы поймете, что вы нерационально использовали деньги и так далее. Знаете, откроются глаза и будете расстроены. Не подписывайте сегодня никакие еще контракты, договора, по крайней мере до 18 часов, так это точно. И не старайтесь сегодня проходить никакие обследования, сдавать анализы, то есть вот такое вот время. Но обращаем ваше внимание, что сегодня наш любимый Меркурий выходит из ретроградного движения утром в 7 часов 12 минут. Поэтому, наконец-то, начиная с сегодняшнего дня, семимильными шагами мы можем решать вопросы бизнеса, карьеры, также можем заниматься поиском новой работы. И обращаем ваше внимание, что Меркурий прекращает свое ретроградное движение в знаке зодиака Козерог. Наконец, многие дела в нашей жизни сдвинутся с мертвой точки. И обращаем ваше внимание, что следующее ретроградное движение Меркурия нас ожидает уже аж в мае. Но, вы знаете, время достаточно быстро летит, но, с другой стороны, времени будет, как бы кажется, достаточно много для того, чтобы сделать все дела, спланировать и так далее. Но обращаем ваше внимание, мы не рекомендуем приступать к делам, которые вы откладывали до окончания ретроградного Меркурия. То есть прямо сегодня, 4 февраля, сегодня еще и пятница, последний рабочий день, все-таки кому-то будет сложно, кому-то будет тяжело, поэтому не стремитесь сегодня прямо заниматься активной деятельностью. Хорошо было, если бы вы уже с понедельника, со вторника уже начали потихонечку заниматься своими делами. Кроме того, Меркурий начинает потихоньку набирать скорость, а скорость планеты – это скорость решения наших дел, за которые и ответственна планета Меркурий. Поэтому еще первые 3 дня могут наблюдаться задержки, какие-то остановки в решении вопросов, недопонимания. И обращаем ваше внимание, 4 и 5 февраля Сатурн, а это владыка кармы и Солнца, будет находиться в 1 градусе. Сатурн будет сожжен Солнцем почти на все 100%. Поэтому 4 и 5 февраля нас ждут какие-то депрессивные настроения. Старайтесь в это время поменьше быть в социуме, быть в обществе и старайтесь общаться только с теми людьми, которые всегда являются оптимистами и только всегда думают в добром, хорошем, позитивном русле.
Также в этот период 4-5 февраля обостряться отношения между отцами и детьми. Также будьте осторожны, внимательны, могут быть проблемы со здоровьем. Поэтому разумно, если вы уже с понедельника приступите к делам. Если есть, конечно, такая возможность, то лучше уже с 11 февраля. Если больше не терпит любые отлагательства, то 7 февраля начинайте. И обращаю ваше внимание, в момент, когда Меркурий начнет свое прямое движение, он будет находиться в знаке зодиака Козерог. А Меркурий у нас отвечает за мысли, за наше общение, за коммуникации, связи, за торговлю, бизнес, контракты. И когда вот Меркурий возвращается в свое директное движение, то обращаем ваше внимание, что наши мысли, наше общение, сделки, покупки, встречи, они становятся успешными, результативными, и мы не имеем никаких препятствий. Кроме того, мы осознаем и понимаем, что на данном этапе жизни, например, покупка, например, квартиры или машины, она действительно того стоит, и вы со временем не разочаруетесь. Также обращаем ваше внимание, Меркурий — это планета как бы юношеского такого любопытства, а Козерог — это знак зрелого, вот знаете, мировоззрения по Сатурну. С одной стороны, юный Меркурий в Козероге становится у нас взрослее немножко и мыслит уже как, знаете, как вполне состоявшаяся личность. Обращаем еще на один момент, что возможно, что во время транзита Меркурия по Козерогу у многих людей вот на вот эти 4, 5, где-то у кого-то, может быть, 6 февраля появится желание, знаете, уединиться, отойти от людей, для того, чтобы поразмышлять, знаете, на какие-то важные, на какие-то глубокие, философские, на какие-то трудные темы. Также это хороший период для приведения своих мыслей, своих дел в порядок. Поэтому занимайтесь построением обязательно планов, разбивка их на части, этапы, пункты, подпункты. И начиная с 7 февраля начинаем воплощать все потихонечку в жизни. При этом детализация не помешает сохранению целостного взгляда на ситуацию. Но искать новые, необычные какие-то решения пока не стоит. Лучше отдать предпочтение уже знакомым и испытанным способам. И обращаем ваше внимание, друзья, что вот переговоры, собеседования, разговоры о наследстве отложите все-таки на конец 4 февраля, уже ближе к 9 вечера или уже 5 февраля. Также обращаем ваше внимание, не устраивайтесь на работу в первой половине дня 4 февраля, не подавайте на заграничный паспорт, на визу и не открывайте никакие курсы, потому что, у вас ничего просто, к сожалению, не получится. Ретроградный Меркурий, хоть он уже и возвращается в свое прямое движение потихоньку, хотя он еще не движется, если по отношению к планетам, к звездам, но все же. Что же делать сегодня, друзья? Конечно же, заканчивайте все свои дела, все свои проекты, которые были начаты как неделю назад или несколько лет назад. Вы сами лучше знаете, с чем вам нужно заканчивать какие дела, какие закрывать и так далее. Особенно с теми надо заниматься проектами, делами, которые раньше у вас не доходили руки. Кроме того, собирайте волю в кулак и все заканчивайте. И, друзья, именно уже где-то с 4 февраля с 22 часов ретроградный Меркурий поворачивается к нам лицом и наступает отличное время. Также обращаем ваше внимание, Козерог — это у нас самый, наверное, деловой знак, поэтому ему присущи и стабильность, и рассудительность, и последовательность. Также отличный период будет для делового общения. И это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Венера тоже в скором времени
повернется к нам, и мы тогда сможем выправить все свои финансовые дела и стать вот на то место, чтобы мы понимали, что делать с валютой, когда покупать и так далее, и так далее. Но обращаем ваше внимание, что сегодня, именно 4 февраля, в 22 часа 44 минуты, именно по вашему времени, не по московскому, а именно по вашему времени, обязательно скажите следующие слова. Эти слова включат программу того, что вы желаете. Главное, чтобы вы сказали следующую фразу. Я включаю программу. А вот дальше, друзья, нужно сказать, на что вы включаете. Вы лучше знаете. Например, если здоровье, то скажите следующую фразу в 22 часа 44 минуты. Я включаю программу совершенного здоровья. Или я включаю программу омоложения. Или я включаю программу бодрости, силы, энергии. Или я включаю программу успеха. Или я включаю программу благополучия, я включаю программу благосостояния. Очень важно сказать эти слова. Именно я включаю программу и конкретно, что вы включаете. Эти слова в обязательном порядке скажите вслух. То есть не шепотом, не про себя, а именно, чтобы Вселенная, высшие силы услышали. Это нужно сделать именно в 22 часа 44 минуты. Кроме того, обращаем ваше внимание, друзья, что перед тем, как наступит это время, возьмите листок бумаги и напишите, на что вы включаете программу. Это очень важно, потому что когда наступает этот период, многие люди теряются, забывают и, знаете, как бы, когда человек теряется, когда он не уверен, соответственно, он так же самое и вяло и говорит, не уверен, он сам не верит в то, что он делает. Поэтому подготовьтесь, возьмите листочек бумаги и запишите, какие программы вы готовы включить в 22 часа 44 минуты, друзья, именно по вашему местному времени 4 февраля. Мы надеемся, эта информация была для вас полезна, важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся, друзья, с вами в следующем видео.